Привет всем! Вы на канале Пульс Земли. Ежедневный обзор событий и катаклизмов на Земле. Итак, события за 4 апреля. Поехали! В 3 районах Западно-Казахстанской области из-за паводков ввели режим чрезвычайной ситуации. В Актобе уже потоплено 30 домов. Таяние снега привело к затоплению автомобильных трасс и поселков. Спасатели эвакуируют местных жителей. В регионе сохраняется паводковая опасность. По прогнозам синоптиков, 4 апреля в некоторых районах Западно-Казахстанской области ожидаются дожди. В ночь на понедельник в Актобе и 9 районах области спасатели откачали около 1000 кубометров воды, задействовав при этом 30 единиц спецтехники. Из затопленных домов эвакуировали 970 человек, в том числе 74 за последние сутки. Наиболее сложная паводковая обстановка к этому часу сложилась в Западно-Казахстанской и Актюбинских областях. Ситуация меняется ежечасно. Более сотни голов скота погибло в Западно-Казахстанской области. Площадь территории Казахстана, покрытая снегом, составляет менее 40%. Большая часть снегозапаса наблюдается в центральном и северных регионах. В центральной части Японии произошло землетрясение с магнитудой 4,3. По данным Национального метеоуправления, эпицентр находился в префектуре Исикава. Очаг залегал на глубине 10 километров. Первые 2 подземных толчка зафиксировали с интервалом в 2 минуты. Спустя 50 минут в Исикаве снова произошло землетрясение с магнитудой 4,0. Максимальная сила толчков составила 4 балла по 7-бальной шкале. Данные о жертвах и пострадавших не поступали. Угроза цунами не объявлялась. Власти предупреждают местных жителей о возможных повторных толчках в ближайшие несколько часов. На данный момент проводится оценка нанесенных повреждений и уже сообщается, что местами произошли обвалы и камнепады, пострадал личный автотранспорт. В некоторых домах были отмечены повреждения фасадов и трещины на этажах. Серия оползней, которые были вызваны проливными дождями, сошла в регионе Аруначал-Прадеш на северо-востоке Индии. Власти сообщают о 3 пропавших без вести и 1 погибшем. Эти обвалы произошли из-за ливней, которые шли 5 дней подряд. В городе Итанагар сошел сель, под обломками оказались несколько человек. Полиция и спасатели извлекли тела 3 погибших, 1 человек числится пропавшим без вести. В Итанагаре выпало 142 мм осадков. Это и стало причиной схода многочисленных оползней во многих местах. Согласно индийскому метеодепартаменту, Аруначал-Прадеш снова ожидается сильный дождь. Синоптики прогнозируют выпадение до 200 мм осадков за 2 дня, а это может спровоцировать серьезные наводнения. Власти выпустили оповещение для населения и объявили об оранжевом уровне погодной опасности. Популярный курорт Майами во Флориде испытал на себе выпадение града. Максимальные размеры градин, которые удалось собрать и измерить, составили 4 см в диаметре. Какой нанес ущерб град, говорить пока рано, оценку повреждений еще не проводили. По сообщению местных жителей, пострадали как минимум автомобили, у которых этот град оставил вмятины. Это погодное явление длилось недолго, около 15 минут. В разных районах города интенсивность града была разной, как и размер льдин. Наиболее крупные размеры выпавших градин были отмечены в Кендале, оттуда и поступали основные сообщения о повреждениях. Самый крупный град, который был зарегистрирован в Майами, был отмечен в 2018 году. От буйства стихии был нанесен ущерб домам и личному автотранспорту. Как минимум пострадало 380 автомобилей. Размер градин составил 6 см в диаметре. Бразильский штат Рио-де-Жанейро не покидают сильные ливневые осадки. Уровень паводка местами уже превысил 2 метра. Власти проводят эвакуацию населения, которое уже ожидают спасатели на крышах своих домов. Основной транспорт в некоторых муниципалитетах – это лодки. За последние сутки погибших не отмечено, пропавшими без вести числится 5 человек. На кадрах, размещенных в социальных сетях, видно, как потоки воды уносят автомобили и повреждают дома.
Местные власти уже развернули широкомасштабную спасательную операцию. В основном жители покидают те районы, где высота паводка превышает рост человека. Совсем недавно этот же штат пострадал от сильнейших наводнений и оползней, буквально 2 месяца назад. За последние сутки выпало 200 мм осадков, и дожди продолжаются. Этот год, наверное, можно отметить как один из самых сильных на выпадение ливневых осадков и последствий от них. Снегопад во Франции продолжается до сих пор, и местами выпало более 20 сантиметров снежных осадков. Оранжевый уровень погодной опасности был объявлен в 19 департаментах страны. В некоторых городах на юго-западе страны выпало всего 3 сантиметра снега, а допустим в предгорьях Альп все 30. А в Лавашере ситуация напоминает самый разгар зимы. Холодная морозная погода и сугробы по колено. Жители Европы переживают непростые и аномальные колебания с природой, а это аномальный снегопад и непривычные для этого времени года морозы. Такой резкий перепад температуры сказался и на электросетях страны. Власти заявили, что может возникнуть напряженная ситуация. Сильные весенние заморозки в некоторых из самых известных регионов Франции, в том числе Шампани, Бордо и Бургундии, могут причинить огромный ущерб местному производству. Массивный оползень был отмечен в иранской провинции Хараз на одном из местных шоссе. Очевидцы данного происшествия как раз в этот момент пересекали эту дорогу. Как они позже отметили, событие вызвало массивное облако пыли, накрывшее регион. Причина оползня неизвестна, однако предполагается, что он мог быть вызван землетрясением в этом районе. Этот оползень сошел рядом с шахтами, однако сообщалось, что в тот момент рабочих там не было, обошлось без пострадавших. Движение транспорта было остановлено, доступ на территорию ограничен. На данный момент проводится расчистка территории от схода оползня. Власти оценивают ситуацию, а также проводится ряд мер специалистами, чтобы избежать повторного схода оползня в этом районе. Во многих уголках нашей планеты прошли неожиданные апрельские снегопады. Весенний снег добрался и до Албании. В результате метели в северной части страны высота снежного покрова местами достигает 5 сантиметров, а в горных районах выпало около 20 сантиметров снежных осадков. Национальное шоссе также было засыпано снегом, в связи с чем власти вывели снегоуборочную технику. Кроме того, снегопад вызвал сбой в подаче электроэнергии во многих районах. В юго-восточной части Албании, в частности в Поградеце и Корче, также сообщается о снегопаде, но никаких трудностей в передвижении транспортных средств там не наблюдалось. В то же время власти попросили местных жителей воздержаться от передвижения на личном автотранспорте, так как на дорогах возможен еще и гололед. Средняя температура в стране опустилась до отметки в минус 3 градуса по Цельсию. Редкое явление, такое как мини-цунами, было отмечено у побережья Авоки в Новом Южном Уэльсе. Этот момент удалось запечатлеть многим местным жителям и поделиться в сети интернет. По последней информации пострадало 2 человека и собака. Они прогуливались по побережью в момент, когда произошло это событие. Как сообщают местные СМИ, они отделались испугом. Мощный прилив, или как его назвали синоптики, мини-цунами, стал причиной разрушения нескольких домов, а также их затопления. Метеобюро ранее выпустило срочное предупреждение о прибое в районах Нового Южного Уэльса, а также о формировании больших волн, которые могут достигать высоты 5 метров и более. В результате таких погодных условий уже пострадала береговая линия. Вулкан Сангай, который расположен на территории Эквадора, выбросил пепел на высоту 10 километров в ходе сильного извержения, которое было зафиксировано в ночь на понедельник. В близлежащих населенных пунктах прошел пеплопад, засыпав транспорт, дома и сельскохозяйственные культуры. Власти призвали местных жителей сохранять спокойствие и принять меры для защиты своего здоровья. Во время пеплопада нужно ограничить пребывание на улице и при необходимости выхода из дома пользоваться защитной маской. Пепел распространился на расстоянии около 130 км к юго-западу от кратера. Во время извержения вулкана Сангай в сентябре прошлого года пострадало более 11 тысяч гектаров посевов, а это повлияло на жизнь многих тысяч фермеров. Крутой вулкан Сангай покрыт ледниками. Он находится к востоку от Андского гребня и является самым южным из вулканов Эквадора, оставаясь наиболее активным.
За последние сутки на Земле произошло 135 землетрясений с магнитудой от 2,0 до 5,6. Землетрясения с магнитудой равной 5 или более произошли в 8 странах. В каких именно, вы можете увидеть на своих экранах. Ну и по традиции минутка позитива на канале. Кёкенхоф – Королевский парк цветов. В теплую весеннюю пору парк цветов Кёкенхоф начинает радовать своих посетителей морем красок, великолепным дизайном, удивительными цветочными композициями, которые неповторимы каждый сезон. Сад Кёкенхоф раскинулся на территории в 32 гектара земли. Здесь произрастает порядка 7 миллионов луковичных растений, из них 4,5 приходится на тюльпаны, из-за чего этот сад называют еще парком тюльпанов. Помимо этого здесь еще выращивают нарциссы, рябчики, крокусы, а также произрастает 90 видов деревьев. По этому парку можно перемещаться только пешком. Общая протяженность дорожек составляет 15 километров. А еще здесь есть ручьи, пруды, водопады и озера. По некоторым водоемам можно поплавать на лодке и сделать невероятно романтичные фото. Берега между каналами и озерами соединяются многочисленными мостами. Спасибо вам за просмотр выпуска. Спасибо за внимание и до завтра.